Всем привет! Сегодня у нас 26 мая 2022 год, город Мелитополь. Хотим затронуть тему социальных выплат и пенсий у нас в городе на сегодняшний день. Специально ждали конца месяца для того, чтобы опубликовать данное видео, чтобы узнать, получат ли пенсию все пенсионеры, которые находятся в городе Мелитополе, из Киева, то есть на карту. То есть единственный сейчас вариант получения пенсии из Киева в гривнах — это только на карты Ощадбанка либо Приватбанка. Вот. То есть информация собрана непосредственно с знакомых и родственников, которые являются пенсионерами. То есть у каждого из них был свой день для получения пенсии. То есть, допустим, кто-то получает в начале месяца пенсию на карту, а кто-то получает ее в конце месяца. Вот, вчера пенсия зашла, пенсия заходит на карты банков, повторюсь, и в валюте украинская гривна. То есть пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам, которые находится на территории города Мелитополь, и выплачивается исправно. Единственное, есть информация, что те учителя и работники бюджетных организаций, которые начали сотрудничать с новой властью, установленной в городе, они прекратят получение пенсий и зарплат, или прекратили получение пенсий и зарплат на свои карточки. Это информация касательно выплат непосредственно из Киева. Далее, местная власть организовала единоразовую помощь пенсионерам и людям старше 60 лет в размере 10 тысяч рублей. То есть уже выдают в рублях. Получить эту помощь можно в центре административных услуг, который находится по улице Чернышевского, в районе женской консультации. Раньше там была. Я думаю, те мелитопольцы, которые смотрят видео, они поймут. Сегодня там были, народу очень много, стоят военные. Что для этого нужно, чтобы получить данную помощь? Первое — это паспорт, либо ID-карточка. То есть это, скажем так, современный аналог украинского паспорта. Должна быть прописка, то есть там в этом административном центре висят адреса и улицы тех граждан и людей, которые могут приходить и получать уже помощь. То есть пока еще не полный список. И с понедельника адреса не поменялись, то есть висят пока старые адреса. Далее. Пенсионное удостоверение, подтверждающее, что вы являетесь пенсионером. Если у вас, получается, вы лежачий, либо больной человек, который не может самостоятельно добраться до этого административного центра, за вас может оформить эту выплату родственник, то есть с вашими документами, но привезут эту помощь вам лично на дом и отдадут в руки. То есть ваш родственник эту помощь не получит вместо вас. Вот. Ну и, соответственно, не выдается пока тем людям, чьи адреса не указаны на листках, которые приклеены на этот административный центр, и если вам меньше 60 лет. Вот. Есть еще такие случаи, если вы не получили пенсионное удостоверение в связи с вот этими всеми событиями, то есть вам исполнилось 60 лет, и вы еще не успели оформиться пенсионером, то есть были в процессе, либо даже еще не начинали этот процесс, то есть вам достаточно прийти туда, заполнить бумаги, сказать, что вам нет 60 лет, то есть предоставить паспорт и так далее. Вам сделают единоразовый документ, с помощью которого вы сможете получить эти 10 тысяч рублей. Вот. Эта выплата будет единоразовой. И пока непонятно, то есть понятное дело, что они переписывают ваши данные
Вот, я так думаю, это сделано для того, чтобы в будущем начислять пенсию пенсионерам. Вот. Но останется ли украинская пенсия на картах после того, как люди отдадут эти данные? Пока неизвестно, то есть такой информации нет. Я думаю, что там через месяц мы узнаем, то есть будут они выплачивать или не будут. И для тех людей, чьи адреса еще не указаны в этих списках, говорят, просто нужно подождать. То есть вы приезжаете туда с паспортом, пишите свой адрес, где вы прописаны, свои данные, и пока ожидаете. То есть как только будут вывешены новые улицы, новые адреса, то есть, допустим, вы там живете на улице, не знаю, Шмидта или улице Героев Украины, Кирова, да, то есть как только ваша улица появится в этих списках, вы сможете прийти туда и получить эту помощь. Еще раз повторюсь, помощь на данный момент единоразовая, 10 тысяч рублей. Мы были сегодня там, повторюсь еще раз, народу очень много. Стоят бабушки, дедушки, ну и люди уже, как бы, там, которым только-только 60 исполнилось, стоят их родственники для того, чтобы получить эту социальную выплату. Так что, ребята, вот такие вот у нас дела на 26 мая. Всем удачи!